Доброе утро, зрители Stop Game.ru! В эфире Инфакт. Saber Interactive анонсировала еще одну игру в серии Mud Runner. Теперь можно будет атмосферно месить глину колесами внедорожников в виртуальной реальности. Как уверяют разработчики, Mud Runner VR — это полностью новое приключение, где сохранены ключевые черты серии вроде труднопроходимой местности, суровой погоды, опасной грязи, каменистых путей и прочего. Вы также сможете выходить из машины, например, чтобы заправиться или прицепить трос. Среди ключевых особенностей называют 8 видов вездеходного транспорта, которые отличаются характеристиками и возможностями, обширные пространства с непредсказуемыми условиями, интерактивная кабина водителя, можно тыкать в планшет, переключать передачи, включать дворники и так далее. А еще будет два режима игры — сюжетный и свободный. Mud Runner VR выйдет когда-то скоро на шлемах Quest 2, 3 и Quest Pro. Valve рассказала о небольшом, но важном обновлении правил Steam. Компания решила немного подкрутить политику возврата средств. Система магазина по-прежнему выдает 2 часа на ознакомление с игрой, но теперь это время начнет отсчитываться по-другому в особенном случае. Речь идет о ситуации, когда геймер получает доступ к продукту за несколько дней до официального релиза. Такая опция частенько предусмотрена в расширенных изданиях некоторых игр. Если раньше 2-часовой лимит активировался только после указанной даты выхода, то отныне таймер перестанет игнорировать период расширенного доступа, ненамеренно вручая людям гораздо больше времени, чтобы передумать и вернуть деньги. Все эти изменения отражены и в перечислении правил работы Steam. Параграф о возврате средств за предзаказы расширили, вписав туда обновленные правила. В пресс-версии Stellar Blade обнаружили российское ругательство. Показывать скрин тут я не буду, но опишу словами. На одной из стен написано слово «Hard», а рядом с ним висит логотип местного магазинчика — AirShop. Ну это скандал. Осталось только разобраться, что это словосочетание вообще означает. Южнокорейские разработчики, похоже, тоже не знали, что в словосочетании английского слова «сложный» и буквы «R» спрятан какой-то ужасный смысл, поэтому оставили случайно получившуюся фразу в игре. Ситуация получилась такая. Hard — это просто граффити, не имеющее в игре глубокого смысла. AirShop — магазин Роксаны, одного из торговцев информацией. Проблема в том, что когда эти две надписи оказываются по соседству, то складываются во фразу, которую, наверное, произносить не стоит. Не будем беспокоить YouTube лишний раз. Короче, эта фраза — хитрое обозначение американского N-слова. Оно происходит из особенностей произношения. Когда темнокожие обращаются друг к другу, они могут сказать, как Ламар из той катсцены в GTA 5. То есть слово произносится с гласной «а» на конце. Когда это слово произносят как оскорбление, люди часто говорят его с твердой «р» на конце. Соответственно, фраза из Stellar Blade — это и есть твердая буква «р». Скриншот можете посмотреть у нас на сайте. Но вообще надпись уже убрали, так что можно вернуться к любованию формами главной героини и не отвлекаться на грубые выражения. Тем более, что уже подоспели первые отзывы, и средняя оценка игры закрепилась аж на 84 баллах из 100. Буквально несколько часов назад состоялся запуск Rotwood, следующего творения команды Klei Entertainment. На этот раз создатели Don't Starve пробуют покорить жанр Dungeon Crawler, приправив его элементами рогалика. Пока речь идет только о раннем доступе. Большинство игр студии, включая Don't Starve Together, Oxygen Not Included и Invisible Ink, прошли через этот этап. Обычно проекты компании ютятся в раннем доступе 1-2 года, и кооперативная новинка не должна отклониться от протоптанной тропы. Rotwood уже оснастили большинством основных фич, так что к полноценному релизу она обрастет дополнительными системами и контентом вроде большого числа боссов, оружия, брони, биомов и опций кастомизации. Ближе к завершению раннего доступа Klei сосредоточится на правках из разряда качества жизни, а также на полировке всего проекта. Поддержка модификаций и дополнительные локализации появятся ближе к релизу или просто чуть позже. В настоящее время кооп-слэшер может предложить 4 региона с уникальным финальным боссом для каждой области и стычками с мини-боссами. В наличии 4 класса оружия с самобытным стилем ведения боя. С каждым последующим забегом персонажи разблокируют больше вариантов оружия, брони, умений, биомов и опций для кастомизации себя любимых, а также для поселения. По словам разработчиков, в Rotwood глубокая боевая система с высоким потолком навыка, которая сулит достойные награды. В текущем виде проект рассчитан на 10-25 часов геймплея. В самом начале пути Rotwood можно будет купить за $11, но по мере улучшения тайтла будет расти и его стоимость.
В далеком 2018-м на хитовой конференции Sony, кроме того самого поцелуя из The Last of Us 2 и геймплея Death Stranding, внимание к себе привлек трейлер ролевого экшена Project Awakening. Его создатели затем ушли в подполье, но теперь вернулись с новостями. Если быть до конца точным, то студия Cygames никуда не пропадала. Компания стабильно публикует материалы по другим своим играм на японском. Однако аккаунт команды в экс-твиттере молчал с мая 2022 года. На данный момент известно о проекте крайне мало. Игру разрабатывают на движке Cylista Game Engine. Должна получиться RPG в открытом мире со свежим взглядом на жанр. Ранее в команде состояли Джунджи Тага, один из ведущих программистов Metal Gear Solid 5, и Рёски Айба, дизайнер персонажей Final Fantasy XIV. Неизвестно, продолжают ли они работать в Cygames. Новые видео и скриншоты из игры разработчики не публиковали с 2021 года. Сейчас можно посмотреть на анонсирующий трейлер и короткий отрывок с технической презентации движка, куда включили кадры Awakening. Даты выхода у игры нет. Изначально релиз планировался только на PlayStation 4. На официальном сайте информация не обновилась, но, судя по хэштегам, все-таки готовят Project Awakening к запуску на PS5. Студия Behavior Interactive решила перевести свою популярнейшую Dead by Daylight на Unreal Engine 5. Обычно переход на новую версию движка привносит в игры свежие функции и заметные графические улучшения. Но не в этот раз. Игрокам пришлось скачать патч существенных размеров, от 30 до 45 гигабайт. Но в итоге игра стала занимать меньше дискового пространства, чем предыдущая версия. Проект не получил существенных геймплейных улучшений или изменений в графике с переходом на Unreal Engine 5. Как говорят сами разработчики, новая версия движка поможет сделать апгрейд когда-то в будущем. Пока же Dead by Daylight выглядит как World of Warcraft. Также патч улучшил внутриигровой магазин и поменял экран статистики после матча. Девелоперы внесли балансные правки и исправили ворох ошибок. Подробнее со списком изменений можно ознакомиться по ссылке на сайте. Переход на 5-й Unreal понравился не всем. Игроки жалуются на падение производительности, а обладатели старого железа и вовсе не могут запустить асимметричный сетевой хоррор. Впрочем, проблемы возникают и у обладателей мощных процессоров Intel, исправить которые можно лишь забравшись в настройки BIOS. Польская студия 11-Bit отмечает 6-й день рождения градостроительного выживача Frostpunk. По этому случаю команда поделилась любопытной игровой статистикой. Создатели игры рассказали, что около 3% пользователей провели в игре свыше 100 часов, а в среднем во Frostpunk играют 24 часа. Еще из интересного, первую Frostpunk купили свыше 5 миллионов раз, а сиквел добавили в виш-лист более 2 лямов геймеров. Это почти так же много виш-листов, как у игры Manor Lords. Она выйдет в раннем доступе уже 26 числа, а на StopGame.ru уже появился обзор этой ожидаемой игры от меня. О как. Буду рад, если посмотрите. Хорошего вам понедельника. Пока.